Всем привет, я Гульнара, и с вами проект «Мы в России». Здесь мы рассказываем и показываем жизнь иностранных студентов в России, а в частности, в прекрасном городе Южного Урала, в суровом Челябинске. Сегодняшний выпуск посвящен тому, как иностранные студенты проводят свое свободное время. Давайте же поговорим с нашими участниками. Let's go! Иностранные студенты приезжают в Россию за образованием, но помимо этого у них есть досуг. А как именно они его проводят, узнаем в этом выпуске. Привет, меня зовут Мулхам, я из Сирии, мне 20 лет, и я учусь на программиста. 3 года назад я получил бюджетное место в Юргу и решил приехать, чтобы учиться на программиста, и потому что у нас между Сирией и Россией хорошие международные отношения. Мне понравилась тут природа, она очень красивая. Мне понравились люди, они добрые, честные. Мне понравилась, конечно, зима. Я не был готов к этому, потому что у нас не так холодно. А потом, сейчас со временем я уже привык. Меня зовут Тару, я из Шри-Ланки. Я учусь в Юргу, дизайнер графический. Очень красиво, и мне понравилась еще зима, поэтому еще я люблю русскую языку, поэтому я приехал сюда именно. Меня зовут Мохаммад Абдурахман, и я из Курдистана, Ирака. У меня был друг, ему зовут Али Накшабанди, он был давно здесь, и он сказал: приехал в Челябинск, я живу здесь, и это комфортный город для тебя, может быть, ты что начинал, живет в России, и вот в Челябинске. А мне понравилось, что в Челябинске именно это комфортный город, и в России холодная погода, мне нравится снег, вот так. И мне нравится Сбербанк, онлайн заплаты, это хорошо мне. В нашем городе это нету. Меня зовут Ахмед, я из Египта, и я приехал в Россию 14 марта 2019 года. Я не мог изучать то, что я хотел в Египте, инженера. Я уже играю 8 лет на гитаре, но когда приехал, я нашел другое направление. Я начинал записать музыку, я создал музыкальную группу, и мы сейчас выступаем. Тут помогло, что у меня много друзей музыкальных, они любят музыку, и мы вместе часто собираемся и играем. Вот это помогло, мне кажется. В университете у нас в Юргу много клубов интересов, где можно поступить, играть, учиться играть, если ты не знаешь. И также много конкурсов, где можно выступать на сценах. Также в Юргу или на уровне города. Это помогает, и мне самому дала это мотивацию, чтобы продолжать делать, что я делаю. Я рисую, это хобби, и это моя учеба. Еще я люблю проводить время с детьми, иногда как преподаватель и иногда как волонтер. Я иногда с ними рисую, иногда выучу английский или рисование. И еще люблю гулять и читать, слушать музыку новую и читать новости. Это мой хобби. Рисование я занимаюсь, когда мне было 18 лет, я начал рисовать. Это было в школе. Когда был маленький, я вообще не умел рисовать, но однажды у нас был конкурс, и для этого я рисовал портрет. И я потом узнал, что я могу рисовать, и я продолжил. Это мне помогает, как сказать, мы 90, почти 70% у нас практика. Практика значит, мы рисуем что-то, сделаем в компьютере программу. Поэтому мой хобби помогает для этого, того, что рисование например, у нас есть академический рисунок, там мы рисуем, еще есть компьютерные технологии, еще основное проектирование, там мы рисуем что-то новое, придумаем. И вот эта ситуация мне помогает мой хобби для этого. Я начал играть в футбол, когда мне было 6 лет.
И почему именно футбол? Не знаю, просто я люблю футбол. Играл на улице, очень много играл на улице. И знал очень много людей. Потом я знал, что у Юргу есть футбольная команда. Ну, только мини-футбол, футзал. И потом я пришел с другом и спросил, я хочу играть в футбол, ну давай потренируемся. И через год я начал играть в футбол, футбольная команда Юргу. Когда я играл в футбол, это когда я был ребенком, я играл с папой много в футбол, и он мяч бит, и мне нравится всегда прыгать на мяч, и как в картоне, телевизоре, вот так, и смотреть футбол настоящим. Я люблю прыгать много на мяч, вот поэтому я вратарь. И потом я играл в тренировку в Южный Урал, но это был мой первый раз, который я попробовал мини-футбол там, поэтому это было трудно мне, и это другая система с большой футбол. Вот поэтому я был плохо, и нет было места для меня вот там. Поэтому тренер сказал, что попробуй играть в Юргу, и там будет лучше тебя. Вот поэтому я играю в Юргу сейчас. Я до приезда очень боялся, что у меня не будет друзей, что я не могу, что не найду общий язык с разными людьми из другой страны. Но оказалось все наоборот. У меня сейчас очень много друзей, много общаюсь с людьми, и я бы сказал всем, не бойтесь, важно просто общаться. Находите друзей, находите, кто близок к вам, и все будет отлично. В будущее я планирую еще продолжить учебу и что-то начинать как дизайнером. Сюда приезжает много иностранных студентов, но думаю, что много студентов они учатся, но некоторых нет. Я советую, что Россия для иностранных студентов хороший вариант, чтобы учиться. Я скажу, что самое главное учеба, и надо хорошо учиться и продолжить. Иногда сложно, иногда не сложно. Я скажу, что если есть возможность кому-то помогать и что-то учиться новое, много возможностей. И не надо никому мешать, и продолжить свою учебу и что-то, учиться новое и кому-то помогать. Я так советую. Если ты хочешь в Россию, Россия не так дорого, а ты должен учиться, просто учиться. И если ты хочешь играть, занимаешься спортом, нормально. Но просто, да, хорошо учиться, пожалуйста. Я думаю, что нужно возьмить теплую одежду, это важно. И купить там, купить телефон и купить ноутбук, потому что здесь очень дорого. Что еще? Возьми острый спайсис. Да, это тоже, потому что здесь нету. Есть, но не очень сильный, как мы хотим. Возьми маму. Потому что когда ты здесь, ты не умеешь готовить ничего. Возьми маму, если ты умеешь. Это будет важно. Очень важно находить занятия по душе. И не менее важно, когда твое хобби или увлечение остается тебе верным, несмотря на такие жизненные ситуации, как переезд в другую страну, смена обстановки. Наши иностранцы смогли выбрать любимое занятие и развивать его за пределами Родины. А я считаю, что этим можно смело гордиться. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, оставить комментарий. А с вами была я, Гульнара. Ма саляма.